Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такие вазочки, шкатулки в форме сердечка крючком. Вязать их очень просто, быстро, потому что нитки берем толстые и номер крючка также не маленький. В одном из видео у меня промелькнула вот эта корзиночка, и мне пришло сообщение, и не одно, с просьбой сделать мастер-класс по такой шкатулочке. Вот это первая моя шкатулка. Она у меня получилась размером поменьше, но это, наверное, из-за выбранного крючка. Нитки одинаковые. Так, размер этой корзинки у меня получился для ориентира 15 сантиметров. Итак, тоже 15 сантиметров примерно. Глубина у меня 5 сантиметров, но можно сделать любую высоту бортика. Это зависит от количества провязанных рядов. Здесь ряды повторяются один за одним. Но в этом видео мы с вами все подробно разберем ряд за рядом. И в конце свяжем такие замечательные корзиночки. Не сказала бы, что легко придать им форму, но если долго мучиться, что-нибудь получится. Мы с вами сделаем и блокировку вместе этой корзинки. Если вам понравилась такая вазочка, ставьте большой пальчик вверх, это помогает продвижению канала. Пишите комментарии под видео. Для вязания такой шкатулки, вазочки, нам понадобятся нитки. Я хочу шкатулочку сделать белым цветом. Желательно, чтобы это был хлопок, но можно брать и нитки любого состава, только чтобы их можно было накрахмалить и придать форму жесткую. Ну, конечно же, лучше, чтобы это был хлопок. И найти бы нитку потолще. Но так как у меня сейчас нет в наличии толстой нитки, я возьму снежинку кировскую. У меня много в запасе ее и хочу вот ее использовать. Как-то залежались они у меня. Буду вязать ниткой в 3 сложения. Как вязать ниткой в 3 сложения из одного клубка, у меня есть видео на канале. Я оставлю ссылку в описании под этим мастер-классом. Крючок буду использовать, я думаю, 3 миллиметра. Вот хорошо подходит. 2,5, наверное, маловато. Да, выступает нитка. Каким номером вот эту корзиночку вязала, я уже не помню. Но она тоже связана из снежинки в 3 сложения. Так, остановились на крючке 3 миллиметра. Давайте приступим к работе. Итак, делаем скользящую петлю. Как ее делать, у меня также есть видео на канале. Оставлю ссылку в описании также. Сделали петлю. И набираем цепочку из 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. Это начальный столбик с 2 накидами. Еще 1 воздушная петля. Это арка. Теперь делаем 3 накида. 1, 2, 3. И в кольцо провязываем столбик с 3 накидами. Если у вас есть нитки потолще, то это, конечно же, намного удобнее будет. 1 воздушная петля. 3 накида. Еще 1 столбик с 3 накидами. В скользящую петлю в серединку вставляем крючок. Одна воздушная. И 3 столбик с 3 накидами сюда же, в это кольцо. Провязали. 1 воздушная петля, арка, 2 накида, провязываем столбик с 2 накидами,
Теперь делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в кольцо провязываем столбик без накида. Так. 3 воздушные. 1, 2, 3. 2 накида. Провязываем в кольцо столбик с 2 накидами. Одна воздушная петля. И теперь у нас идут 3 столбика с 3 накидами и между ними арка из 1 воздушной петли. Сделали 3 накида. Первый столбик с 3 накидами. Одна воздушная, 3 накида. Второй столбик с 3 накидами. Одна воздушная и третий столбик с 3 накидами. Провязали. Одна воздушная петля. Теперь делаем 2 накида и провязываем 5 столбиков с 2 накидами. Вначале провяжем 3. Первый столбик с 2 накидами, 1 воздушная, 2 накида, еще 1 столбик, это второй, 1 воздушная, 2 накида и третий столбик. Теперь идет арка из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Это нижний уголочек нашего сердечка. 2 накида. Сюда же в кольцо провязываем столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля. И последний столбик с 2 накидами сюда в кольцо. Скользящую петлю. 1 воздушная петля. Теперь колечко можно подтянуть за хвостик. Затягиваем его потуже. Хвостик потом мы спрячем. И теперь в 4-ю воздушную петлю подъема 1, 2, 3, 4 делаем соединительный столбик в вершину начального столбика с 2 накидами. Вот такое маленькое сердечко у нас уже вырисовывается. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик с 1 накидом. 1 воздушная петля, еще арка. 1 накид делаем. И в вершину следующего столбика провязываем столбик с 1 накидом. Одна воздушная петля, накид. В следующий столбик провязываем столбик с накидом. 1 воздушная петля, накид. И в этот же столбик провязываем еще 1 столбик с 1 накидом. Сюда же. Здесь у нас как прибавочка идет. 1 воздушная петля. Теперь делаем 2 накида и в следующий столбик провязываем 3 столбика с 2 накидами и между ними арки из 1 воздушной петли. Итак, сделали 2 накида, в следующий столбик провязываем столбик с 2 накидами, первый. Ниточка, конечно, рассваивается, если бы она была сразу у меня готовой толщины, было бы намного удобнее вязать. Ну, зато я израсходую эти нитки, которые мне не нужны. 1 воздушная петля, 2 накида. В этот же столбик вяжем второй столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля, 2 накида. И сюда же в этот столбик вяжем третий столбик с 2 накидами.
1 воздушная, накид 1, в следующий столбик с одним накидом, провязали, 1 воздушная петля, накид, и сюда же в этот столбик провязываем еще один столбик с одним накидом, провязали. Далее 1 воздушная петля, в следующую арочку из 3 воздушных вставляем крючок под арку и провязываем столбик без накида, 1 воздушная, в следующую арку, вот этот столбик мы пропускаем, столбик без накида, 1 воздушная, накид, в следующий столбик 2 столбика с одним накидом, первый столбик, 1 воздушная петля между ними и второй столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, 2 накида, в следующий столбик провязываем 3 столбика с 2 накидами и между ними арки из 1 воздушной петли, первый столбик с 2 накидами. Так, сейчас ниточку я удлиняю, у меня закончилась. Так, тяну, воздушная петля, 2 накида, второй столбик с 2 накидами сюда же, в этот же столбик, воздушная петля, 2 накида и третий столбик с 2 накидами сюда же, в этот же столбик, 1 воздушная. В следующий столбик провязываем 2 столбика с одним накидом, первый столбик, воздушная петля и второй столбик с одним накидом в этот же столбик, 1 воздушная. Далее в следующий столбик вяжем столбик с накидом, 1 воздушная, в следующий столбик с одним накидом, 1 воздушная, в следующий столбик с одним накидом, 1 воздушная и в следующий столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, в следующую арку столбик под арочку вставляем крючок с одним накидом, теперь 3 воздушные, 1, 2, 3 арка, провязали арочку из 3 воздушных, накид, и сюда же в эту арку провязываем еще один столбик с накидом, второй, 1 воздушная, в следующий столбик с накидом, 1 воздушная и в следующий столбик с накидом, 1 воздушная. Теперь делаем соединительный столбик 1, 2, 3 в третью воздушную петлю подъема, вершину начального столбика с одним накидом. Не забываем оставлять арочку из 1 воздушной петли. Второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд. Набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Накид. И в 4-ю петлю от крючка 1, 2, 3, 4 провязываем столбик с накидом. Такая у нас получается капелька. Пропускаем арку и в вершину следующего столбика делаем соединительный столбик. Вытянули нитку и сразу через рабочую петлю. Вот такая петелька у нас будет. Далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Накид. В 4-ю петлю столбик с одним накидом. В следующий столбик соединительная петля.
1, 2, 3, 4, накид, в 4-ю петлю от крючка столбик с накидом, соединительная петля в вершину следующего столбика. Давайте провяжем еще сколько раз? 1, 2, 3, 4, 5, 6 раз и встретимся. Сделаем вот такие петельки. Так, я ошиблась, нам нужно было сделать не 6, а 5 еще петелек. Итого у нас получилось 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я просчиталась немножко. Мы же 3 с вами перед этим сделали. Дошли до последнего столбика с накидом. Следующий столбик у нас без накида. Его мы пропустим. Так, 2 воздушные петли. Давайте еще на чем мы остановились. Сделали соединительный столбик в столбик с накидом. Подходим к центральному уголочку, пропускаем первую арку и в среднюю арку делаем соединительный столбик. 2 воздушные, 1, 2. Пропускаем столбик без накида и в следующий столбик с накидом провязываем также соединительный столбик. Так. И продолжаем вязать 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, накид, в 4-ю петлю столбик с накидом и в следующий столбик соединительный. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Вяжем столбик с накидом также в 4-ю воздушную петлю. Теперь соединительный столбик в следующий столбик. Все, продолжаем вязать. Давайте дойдем до нижнего уголочка и встретимся. Итак, мы после разворота, после уголочка провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 таких петелек. Подошли к нижней арке острой. Сделали соединительный столбик в столбик с накидом перед арочкой. И теперь давайте сделаем арку из 5 воздушных петель, чтобы она у нас здесь была поострее. 2, 3, 4, 5, накид. И в 5-ю петлю от крючка столбик с накидом. В следующий столбик соединяем и провязываем еще 3 таких петельки из 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. В 4-ю петлю столбик с накидом. Соединяем соединительной петлей в вершину следующего столбика. 1, 2, 3, 4. Столбик с накидом в 4-ю петлю. Следующий столбик соединительный столбик и последний 1, 2, 3, 4 столбик с накидом и в начало ряда давайте вот вершину соединяем. Так, 3-й ряд у нас готов. Вот такая красота получается. Вяжем 4-й. Делаем соединительный столбик в следующую арочку из 4 воздушных петель. Вот сюда под петельку вставляем крючок. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Начальный столбик с 2 накидами и еще 1 воздушная петля, арка, 2 накида,
Переходим к следующей вот этой петельке и вставляем крючок также под арочку из 4 воздушных петель и провязываем столбик с 2 накидами. Одна воздушная, 2 накида, в следующую петельку также в арку. Нам нужно вот эти капельки как бы вот расщепить и в серединку вот этой петли вставляем крючок и провязываем столбик с 2 накидами. Одна воздушная, в следующую провязываем столбик с 2 накидами, одна воздушная, и сюда же в этот столбик провязываем еще один столбик с 2 накидами. Сделали 2 накида и вставляем крючок в эту же петлю. Здесь у нас 2 столбика. Одна воздушная, 2 накида, в следующую петельку также провязываем 2 столбика с 2 накидами и между ними арки из 1 воздушной петли. Первый провязали, 1 воздушная, 2 накида и второй столбик с 2 накидами сюда же. 1 воздушная, сделали 2 накида. В следующую арку также провязываем 2 столбика с 2 накидами. Первый, 1 воздушная и второй столбик с 2 накидами сюда же. 1 воздушная и еще раз в следующую петлю также провязываем 2 столбика с 2 накидами. Это у нас 4-й раз по 2 столбика, 2 накида и между ними арочки из 1 воздушной не забываем делать. 1 воздушная. Так, в следующую петлю делаем 1 столбик с 1 накидом. Одна воздушная, накид. И теперь на следующих 2 арках с этой стороны и с этой стороны у нас арочки из 2 воздушных петель. И мы должны провязать сплит из 2 столбиков с накидом. Итак, сделали накид, вставляем крючок под первую арку и провязываем первую ножку сплита, столбик с накидом не до конца. Закрыли накид, 2 петли на крючке. Накид. Теперь вставляем крючок под следующую арку из 2 воздушных. И провязываем накид, закрываем. 3 петли на крючке, подхватываем рабочую нить и через все петли протягиваем. Сплит провязан, готов. 1 воздушная петля, накид, в следующую арку столбик с 1 накидом, одна воздушная, сделали 2 накида и в следующие 4 арки 1, 2, 3, 4 провязываем по 2 столбика с 2 накидами в каждую и между ними арочки из 1 воздушной петли. Давайте вот эти 4 арки сделаем самостоятельно, симметрично этому краю и встретимся. Продолжим вязать вместе. Провязали 4-ю пару в арку. 1 воздушная петля, 2 накида. И теперь в следующие 6 арочек нам нужно провязать по 1 столбику с 2 накидами и между ними арки из 1 воздушной петли. 1 воздушная, в следующую арку 2 воздушная. Так, 3 столбик, в следующую арку 1 воздушная, 4, 1 воздушная, 5, 1 воздушная и 6 столбик с 2 накидами. Провязали.
1 воздушная петля, подошли к угловой арке, к нижней, и в нее провязываем 4 столбика с 2 накидами. Итак, делаем первый столбик, 1 воздушная, 2 накида, второй столбик в эту же арку, и теперь арочка из 3 воздушных, 1, 2, 3. Сюда же в эту арку провязываем 3 столбик с 2 накидами, 1 воздушная и 4 столбик. Одна воздушная. В следующие 3 арки провязываем по столбику с 2 накидами, между ними арочки из 1 воздушной петли. Довязываем наш ряд. 1 воздушная, воздушная и последний столбик. Так, перевяжу его. 2 накида. А то промахнулась. 1 воздушная, последняя, и соединяем вершину начального столбика. 1, 2, 3, 4 петлю. Вершину начального столбика с 2 накидами. Вот так. Сейчас расправим все. При блокировке все расправится, будет ровненько. 4-й ряд у нас готов. Вяжем 5-й ряд. 5-й ряд у нас повторяет 3-й ряд. Также делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. В 4-ю петлю столбик с накидом, и в следующий столбик соединяем соединительной петлей. Делаем такие же петелечки. 1, 2, 3, 4 воздушные, накид, в 4-ю петлю столбик с накидом. Соединяем следующий столбик. Так вяжем в каждый столбик, и когда дойдем до внутреннего уголка, встретимся. Итак, провязали всего 11 гребешков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Последний соединительный столбик сделали в столбик с накидом. Теперь 2 воздушные петли, 1, 2, и соединяем вершину сплита. Вот у нас 2 столбика сходятся. Вот сюда вставляем крючок и вытягиваем петлю. 2 воздушные, 1, 2, и соединяем теперь вершину следующего столбика с накидом. И дальше снова у нас идут вот такие гребешки из арочек. Давайте провяжем 16 таких арок и встретимся, когда подойдем к нижнему уголочку. Вяжем 16 гребешков. Ну вот мы подошли к угловой арке, и здесь мы набираем также 5 воздушных петель. Делаем нашу арочку немножечко пошире. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, в 5-ю петлю столбик с накидом. И теперь столбик соединительный в следующий столбик. Вяжем не туго, чтобы здесь ничего не стянулось. И продолжаем вязать арки из 4 воздушных. Здесь нужно провязать еще 5 таких петелек. Давайте довяжем самостоятельно и встретимся.
Подходим к концу ряда, провязали последнюю вот такую двойную арочку и соединяем при помощи соединительного столбика вершину начального столбика предыдущего ряда. Вот туда, откуда у нас выходит начальная цепочка из 4 воздушных. Все, соединили. 5-й ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем 6-й ряд. Делаем соединительный столбик в арку под арочку из 4 воздушных петель. Переходим сюда. И отсюда будем начинать наш ряд. 4 воздушные петли. Вяжем 6-й ряд. 1, 2, 3, 4. Это начальный столбик с 2 накидами. Еще 1 воздушная петля арка. Делаем 2 накида и в следующую арку, на следующей петельке, столбик с 2 накидами. 1 воздушная. Под следующую арку мы будем провязывать 2 столбика с 2 накидами. Между ними арочка из 1 воздушной петли. Первый столбик с 2 накидами провязали. 1 воздушная, 2 накида. И сюда же вяжем 2 столбик с 2 накидами. 1 воздушная. В следующую арку провязываем 1 столбик с 2 накидами. Провязали. 1 воздушная, 2 накида. В следующую арку делаем 2 столбика с 2 накидами. Первый, воздушная, второй. 1 воздушная. В следующую арку 1 столбик с 2 накидами. 1 воздушная. В следующую арку 2 столбика. Первый, воздушная и 2 столбик с 2 накидами. 1 воздушная, 2 накида. В следующую арку 1 столбик. Одна воздушная. В следующую арку 2 столбика. Первый столбик с 2 накидами, воздушная петля и 2 столбик с 2 накидами. Итак, мы уже приближаемся к внутреннему уголочку. У нас осталось 2 петли до него, вот до середины сердечка. И теперь 1 воздушная петля. И в следующую арку провязываем столбик с 1 накидом. Сделали 1 накид и в следующую арку столбик с 1 накидом. Провязали. 1 воздушная, накид. В следующую арку также столбик с 1 накидом. 1 воздушная. И теперь на следующих 2 маленьких арочках из 2 воздушных петель, вот они у нас вокруг серединки, перед центром и после, провязываем сплит из 2 столбиков с 1 накидом. Итак, делаем 1 накид, вставляем крючок под первую арочку и провязываем столбик с 1 накидом не до конца, закрываем только накид. 2 петли на крючке, накид. Под следующую арку вставляем крючок, подхватываем нити, закрываем накид, 3 петли на крючке и закрываем все петли за один прием. Провязали сплит. 1 воздушная петля. В следующую арку столбик с 1 накидом, 1 воздушная, столбик
с одним накидом, 1 воздушная, далее идут 2 столбика с 2 накидами. Давайте провяжем. Так, сейчас все раскроем. Мы начинали ряд вот отсюда. Давайте дойдем симметрично первой стороне, также провяжем столбики и встретимся, продолжим вязать вниз вместе. Сейчас провязываем столбики с 2 накидами, как и на этой стороне. 2 1 2 1 2 1. Мы провязали столбик с одним накидом, с одним накидом, 2 столбика с 2 накидами, 1 столбик, 2 1 2 1 2. Итого мы 4 раза провязали по 2 столбика в одну арку. Вот у нас здесь 4 галочки. Так, остановились, где у нас 2 столбика в одну арку провязаны, 1 воздушная петля, и теперь вяжем 7 столбиков в каждую арочку по 1 столбику. Давайте провяжем 7 столбиков с 2 накидами, между ними арки из 1 воздушной петли, и встретимся, когда подойдем к нижнему уголочку. 1 2 3 4 5 6 7 столбиков. Подошли к нижнему уголку, 1 воздушная петля, не забываем провязывать, и теперь в нижнюю арку провязываем 4 столбика с 2 накидами. Сделали 2 накида, 1 столбик, 1 воздушная, 2 столбик. Теперь арка на углу у нас из 3 петель. 1 2 3, 2 накида, и в эту же арку еще провязываем 3 столбик с 2 накидами, 1 воздушная и 4 столбик. Одна воздушная. У нас остались свободные 5 арок. В каждую из них провязываем по столбику с 2 накидами и между ними делаем арки из 1 воздушной петли. Давайте провяжем их самостоятельно и встретимся. Итак, провязали последний столбик с 2 накидами, 1 воздушная петля, арка, и соединяем в 4 воздушную петлю подъема вершину начального столбика с 2 накидами. 6-й ряд у нас готов. Вот такое красивое сердечко у нас получается. Нужно его немножечко растянуть. Так, вот этот хвостик потом спрячу тоже. И сейчас наша задача сделать выкройку донышка, потому что когда мы провяжем стеночки, уже будет не очень удобно его обрисовывать. Давайте я приготовлю листик. Стараемся растянуть его на максимум, чтобы при блокировке потом был максимальный размер у нас. Так, крючок я пока убираю. И обрисовываем. Это у нас будет как выкройка, так и черновик. Потом свожу пополам и сделаю поровнее. Ну, вот такой пусть у нас будет трафаретик уже заготовлен. Мы потом вырежем из картона такую деталь и вставим на дно, когда будем придавать форму нашей шкатулочки. Вот такой. Какой же размер у меня получился в этот раз? 15 сантиметров. Итак, 15. А у этой корзиночки 14. Может быть, крючок брала поменьше, я не помню уже. Все это пока откладываем и приступаем к провязыванию бортиков нашей вазочки. Вязать очень просто тут. Так, 6-й ряд донышка у нас готов. Теперь вяжем первый ряд бортиков. У меня 1, 2, 3, 4, 5
рядочков галочками и 6-й ряд просто столбики с накидом. Итак, делаем соединительный столбик в следующую арку, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с одним накидом, еще одна воздушная петля, это арка, накид, и сюда же в эту арку провязываем столбик с накидом, 1 воздушная, накид, пропускаем следующую арку и в следующую вяжем столбик с накидом, 1 воздушная и 2 столбик с накидом, 1 воздушная, накид, пропускаем арку, в следующую вяжем столбик с накидом, 1 воздушная, столбик с накидом, 1 воздушная, пропускаем и также вяжем галочку, 2 столбика, между ними арка из 1 воздушной петли, 1 воздушная, пропускаем в следующую, такая же галочка провязывается, 1 воздушная, пропускаем в следующую, 2 столбика, с одним накидом, 1 воздушная, пропускаем, 2 столбика в следующую арку, между ними арочка из 1 воздушной, 1 воздушная. Сейчас наша корзиночка должна вот так закругляться. Так, накид, пропускаем 2 арочки, следующую и вот арка перед сплитом, и провязываем такую галочку в вершину сплита, вставляем крючок в вершину, столбик с накидом, 1 воздушная, и сюда же провязываем 2 столбик с накидом, 1 воздушная. Пропускаем 2 арки и в следующую вяжем такую же галочку. 1 воздушная. Пропускаем теперь 1 арку и в следующую вяжем 2 столбика, между ними арочка из 1 воздушной петли. 1 воздушная. Все, продолжаем вязать. Здесь у нас через 1 арку мы провязываем галочки из 2 столбиков. Идем по кругу и делаем соединительный столбик в 3-ю воздушную петлю подъема. Подойдем к концу ряда и встретимся, продолжим вязать вместе. Итак, обвязали по кругу такими галочками, 1 воздушная петля, и соединяем в 3-ю воздушную петлю подъема соединительной петлей. Первый ряд стеночек готов. Вяжем 2-й ряд. Аналогично 2-му будем вязать 3-й, 4-й и 5-й. Делаем соединительный столбик в следующую арку. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, еще 1 воздушная петля, накид, сюда же вяжем 2 столбик с накидом, такая же галочка, 1 воздушная петля, пропускаем арку и в следующую арку, вот на галочке между 2 столбиков, провязываем также 2 столбика, 1 воздушная петля и 2 столбик с накидом, 1 воздушная, пропускаем арку и в следующую на галочке также вяжем такую галочку из 2 столбиков с одним накидом, 1 воздушная, пропускаем. Все, вяжем по рисунку, провяжем 2, 3, 4, 5 ряд, но если вы хотите сделать вазочку или пониже, или повыше, то регулируйте сами, можете провязать и больше рядов, и меньше, смотря какой высотой вы хотите получить ваше изделие. Все, вяжем самостоятельно
бортики корзиночки и встречаемся. Итак, мы провязали 1, 2, 3, 4, 5 рядочков стенок нашей корзинки и вяжем последний ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку, 3 воздушные петли, начальный столбик с накидом, и в эту же арку провязываем еще 2 столбика. Провязали подряд 3 столбика, между ними арки мы здесь не делаем. Накид, в следующую арку 1 столбик, накид, в следующую арку 3 столбика с накидом. В следующую арочку 1 столбик с накидом, в следующую 3 столбика. Вот эта арка у нас между галочек, в нее будем провязывать по 3 столбика. Третий столбик. Теперь столбик в следующую арку, здесь 1, в следующую арку 3 столбика. Так вяжем по кругу, чередуем 3 столбика, 1 столбик с накидом. Итак, обвязали край корзиночки и делаем соединительный столбик в 3-ю воздушную петлю подъема, в вершину начального столбика. Все, 6-й ряд у нас готов. Корзиночка довязана. Делаем закрепку, отрезаем нитку. Сейчас прячем кончики аккуратненько. И нам нужно ставить нашу вазочку на блокировку. Итак, вырезаем наш трафарет. Сейчас сразу сверну его пополам, чтобы был ровненький. Нужно вырезать такую деталь из плотного картона, чтобы дно было жесткое. Так, выкройка готова. Сейчас вот из картона вырезаем. Это один вариант блокировки. Вырежем такую деталь. Сейчас я расскажу, как я блокировала эту корзиночку. Вставляем на дно картонку. Ну, предварительно я ее обматывала скотчем, чтобы не окрасилась корзинка, шкатулочка. Эту шкатулку я блокировала, пропитывала клеем ПВА, потом туда помещала полиэтиленовый пакет, насыпала горох и придавала форму правильную, красивую. Здесь можно что-то подставить, здесь, чтобы она не расходилась. Надо тщательно пропитать вот эту вязаную основу и ждем до полного высыхания. Это как вариант такой блокировки. Кстати, если блокировать желатином, то корзиночка будет жестче и лучше держать форму. Но единственное, что желатин может дать желтый оттенок. Если вяжете шкатулочку какой-то разноцветной или молочного цвета, бежевый, то желатин это самый лучший вариант. Она будет прям как пластмассовая. Ну, крахмал можно навести, но я сейчас буду делать также клеем ПВА. В этот раз я хочу попробовать, не знаю, сейчас получится или нет, сделать из пенопласта. Сейчас вырежу канцелярским ножом вот такую болванку. Примеряем ее, как она будет сидеть, как корзиночка будет на нее ложиться. И буду сушить на пенопласте. Если у вас есть вот такая фигурка, можно ее использовать, если она подходящего размера. Ставить вовнутрь и иголочками зафиксировать также бортики корзинки.
Так, ну вы посмотрели, что это за кошмарный какой-то процесс. Дешевый пенопласт, весь сыпется, электризуется. Надо немножечко теперь тут убрать. Может быть, и не немножечко. Лучше бы, наверное, я взяла горох. Было бы намного проще. Ну ладно, сейчас буду убирать. Больная голова рукам покоя не дает. Все, давайте. Встречаемся после моей генеральной уборки. Вот так хорошо подходит сердечко на корзинку. Сейчас еще второй вставлю слой пенопласта, потому что он у меня узкий. А пока я тут убираю и пропитаю сейчас вот эту вязаную деталь в клее. Пусть пропитывается пока полностью. Так, спрятала кончики, пошла за клеем и понесла мусор по всему дому. Буду использовать клей ПВА стандарт такой. Покупаю их в ведрах, потому что мы сами вяжем и снежинки, и шарики новогодние. Все, погружаю туда корзиночку полностью. И пусть она там постоит какое-то время, чтобы нитка толстая, они точно уж пропитались. Наверняка все. Сама пока буду наводить порядок на столе. Фух, мой совет: не берите дешевый пенопласт, не оберетесь с ним, проблем, не нужен он. Лучше горох или какой-нибудь картон поплотнее, в несколько слоев склеить, не знаю, может быть, сделать коробочку, два донышка снизу и сверху и обклеить боковой, сделать как бортики, сделать болванку из картона. Ну, такой дешевый пенопласт — это, конечно, мучение какое-то. Ладно, это просто мой совет. Тем временем наша корзиночка пропиталась. Сейчас я достану, не буду на камеру показывать, тоже не очень лицеприятное зрелище. Сейчас я ее отожму и натяну на болванку. Так, у меня тут произошла еще очередная катастрофа. Пришлось вырезать третий слой пенопласта, чтобы по высоте. Надо было сразу, что-то я не подумала. Ну, раз уж взялся за гуш, не говори, что не буш. Все, натянула корзиночку. Сейчас зафиксирую на пенопласте ее, чтобы она не оттопыривалась, особенно вот в этом месте, которое вот впадинка. Нужно приколоть ее к форме, чтобы сердечко было вот тут у нас остренький уголочек, а здесь такой вогнутый. Все, сейчас обколю иголочками и ждем до полного высыхания. Сам процесс, как я буду вытаскивать болванку, я, наверное, не буду показывать, потому что будет, я думаю, тоже куча мусора. Ну, до встречи в эфире. И да, если у вас какие-то есть идеи по поводу блокировки, какие способы можно использовать более удобные, пишите в комментариях. Я буду очень рада почитать и ознакомиться с ними. Век живи, век учись. В следующий раз сделаем наиболее рациональным и удобным способом блокировку таких корзиночек. Ну вот, наша вазочка высохла полностью. Я аккуратно извлекла пенопластовые вот эти формочки. Я их сохраню, они мне пригодятся на следующий раз. Буду вязать набор таких корзиночек в бежевом цвете. Эта корзинка получилась немножко больше, чем первая моя корзиночка-вазочка. Это, наверное, из-за номера крючка, которым вязала, или из-за плотности вязания. Может быть, раньше вязала туже, сейчас слабее. Вот такая получилась красивая корзинка в форме сердечка. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной эту очаровательную вазочку крючком.
Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием, всем ровных петелек и до новых встреч!